Кик PKP3 вышел, и надо покупать, сказал бы я, и мне столько вопросов задают. Ребят, не торопитесь. Сделали как сделали, вот именно вот это вот я сейчас сказал по отношению к этому ТВ-боксу. Был бы интересный, я бы уже вам об этом сказал, но сейчас я вам объясню, что же произошло и почему Кик PKP3 не стоит торопиться покупать, потому что есть актуальный и божественный Кик PKP1, в кавычках, конечно, божественный, он действительно неплох, но стоит подписаться, нажать колокольчик, ссылки в описании под видео, и поехали на канале Технозон, обсудим. Мы с вами на AliExpress, мы видим Кик PKP3, Android 14, $80, все хорошо, там $75, и есть Кик PKP1 примерно в такую же цену. А теперь на секундочку. Вы меня спросите, почему я вот сейчас подвергаю сомнению Кик PKP3. Но начинать нужно с того, что Кик PKP3 это тот же самый Кик PKP1, только на новом процессоре. Ну и смотрите, дело в том, что 80, да, Кик PKP3 стоит 16-гиговая версия. 2 на 16. А Кик PKP1 стоит столько же, 2 на 32. Вдумайтесь. Вот он, пожалуйста, на новом процессоре iMlogic S905Y5. Вы скажете, ну блин, Bubble, все очень круто, там же производительные ядра, теперь Cortex A55, а в Kik PKP1 были iMlogic S905Y4, на Cortex A35. Но вот здесь вот у нас возникает небольшая неурядица. Дело в том, что Kik PKP1 показывал в Geekbench браузере, ну, где-то в среднем 110 на 350. Давайте вот так вот брать, где-то больше, где-то меньше, в зависимости от охлаждения и вариантов реализации. Я вам могу сказать, что при прямом тестировании процессора iMlogic S905Y5 вы получите где-то приблизительно 130 на 450, что приблизительно в 20% прирост производительности. Это с учетом того, что даже не изменилась тактовая частота процессора и осталось 2 ГГц. И вы спросите, ну а почему тогда вот разницы практически никакой? Да, я сразу говорю вам, разницы почти никакой не будет. Да потому что реализовали они это все в край хреново. Объясняю. iMlogic S905Y5 действительно имеет ядра Cortex A55. Они немножечко быстрее в математическом смысле. Дело в том, что они греются немножко сильнее, чем A35. И такие, стоп. А это одинаковые ТВ-боксы. То есть взяли по сути Hamatix Airbox Lite 4K и пин-ту-пин туда поставили новый проц, накатили новую прошивку на Google TV. Уже не Android TV, к сожалению. То, что есть в Kik PKP1 и в Hamatix Lite 4K и в том же самом Nexon X10, который был раньше, была DDR4 2 гигабайта, да? Была eMMC память 32. Здесь выпускают Kik PKP3 на той же памяти DDR на 2 гигабайтах, а это узкое горло для более производительного процессора, то есть памяти объема меньше, и он будет оперировать всего лишь с той памятью, которая есть 2 гига. И с eMMC все той же. У него заявлена поддержка eMMC 5.2, и там действительно можно было получить прирост, если бы она была реализована, но ее не реализовали. Они, по сути, более мощный, более горячий процессор засунули в старое охлаждение, на старую шину, на Wi-Fi 5. Да, вы не ослышались. Они выпустили Kik PKP3 на Wi-Fi 5 и засунули туда Google TV, который потребляет больше мощности. И по сути, больше мощности этого процессора будет тратиться тупо на математику расчета вот этого интерфейса. А вы спросите, ну как, ну он же мощнее, графика будет. Нет, графика та же. Mali G31, все тот же. Ничего нового. По кодекам, по воспроизведению видео, никакой разницы вы не найдете. Это все тот же там полный паритет. AV1 кодек, VP9, 264, 265 HEV с Y2 L1. Все абсолютно одинаково. Тот же самый VPU стоит. Да, в ТВ-бокс идет CPU, есть GPU и есть VPU. Они все распаяны на процессоре, и там просто изменили ядра. Назвали их iMlogic S905Y5 для поддержки Google TV. Все, вся разница. По сути,
по сути. В сухом остатке для себя я бы выбрал Kik PKP-1 в ту же цену, потому что он на Android TV. Актуальным он будет ровно столько же, сколько будет актуален на Logic S905Y5. Да, возможно, когда S905Y5 обновится, либо сделают вариант на 4 гига, но не увеличивать на ограниченной системе, которая считается энергоэффективной и бюджетной, тот же 100 мегабитный LAN, тот же самый Wi-Fi 5, все сделать то же самое и поставить что-то мощнее, это то же самое, что в самолет определенной массы с определенной конфигурацией взять, поставить мощнее двигатель, который тяжелее и который еще и греется. И у вас самолет, он полетит, но все будет намного не так интересно, как всем хотелось бы. То есть они это сделали, знаете, за чего? Потому что перестали производить Logic S905Y4. Более холодный проц, кстати, S905 на старом, Y5 на старом охлаждении будет тротлить, это 100%. 100%. И получается взять более холодный, более производительный, мой любимый процессор. Кстати, такой вот аналог классный Logic S905X2, который, черт возьми, он был холодный априори. Взять, раскачать до Cortex A55. Зачем на этой конфигурации Cortex A55 ядра? На 35-х ничего не работало? Работало, прекрасно работало. Но на 2 гигах это избыточный процессор. Поэтому это сугубо информативный характер. Купить сейчас вы можете и Kik PKP3, ссылки я вам закинул в описании под видео. И Kik PKP1. Кстати, в Украине Kik PKP1 и Hamat, еще у нас Hamatix есть. Hamat Box Airlight 4K, который действительно в черном цвете классный. Классный. Вы можете еще купить с промокодом Технозон на наших сайтах и сайтах партнеров подарок с подписками. Но это уже решать вам. Где покупать, я не настаиваю. Мне, честно говоря, все равно. Хотите на Алишке, ссылки есть на Алишке. Хотите на Технозоне, на Технозоне. Хотите Kik PKP3, покупайте Kik PKP3. Я не против. Мы в свое время выпустим обзор, когда более-менее подобтесается Kik PKP3. Пока что мне он, к сожалению, не интересен. Ну, а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.